Здравствуйте, мои дорогие! Я сегодня хочу рассказать вам свою историю. Часто меня спрашивают, как я стала зубным гигиенистом и что нужно для того, чтобы стать зубным гигиенистом в Америке. Может быть, кто-то из вас когда-то попадет в Америку, может быть, кто-то уже живет в Америке и думает, ам, какую бы профессию выбрать, или кто-то решил, но не знает, как это сделать. Вот, я хочу рассказать свою историю, и если она вам поможет, я буду рада. Значит, решила стать зубным гигиенистом после того, как я проработала ассистентом, наверное, лет 6-7. То есть, когда я приехала в Америку, первая работа, которую я получила, это была работа зубного ассистента, ассистент стоматолога. То есть я помогала в офисах у зубных врачей, помогала ассистировать при разных процедурах. И один из дентистов мне сказал, что почему ты работаешь ассистенткой, ты еще очень молодая, почему бы тебе не пойти и начать учиться на гигиениста. Ну, мне это казалось что-то такое невероятное, и потом я совсем не знала, что существует такая профессия. Вот. И я отправилась узнавать, как стать гигиенистом. Сначала нужно было набрать какие-то предметы, определенный набор предметов для того, чтобы поступить в программу. Ну, и я поняла, что несмотря на то, что я уже училась в университете, там, где я родилась, здесь в Америке были совсем другие требования. И одна из руководителей, которая нанимала людей в учебный процесс, она мне сказала: знаешь, начни просто все сначала. То есть возьми как с чистого нуля, листа, может быть, какие-то классы мы возьмем, но легче будет, если ты возьмешь с нуля и пойдешь, так ты быстрее доберешься до цели. Ну, я сказала, хорошо, мне самой была интересна профессия, как работает процесс обучения в Америке. Вот, и я начала учиться. Там было много классов: биология, химия, нужно было взять публичное выступление, нужно было взять английский, математику. Это мне заняло 2 года. Может быть, это заняло бы меньше времени, если бы я только училась, но я еще работала. У меня уже к тому времени был маленький сын и занимал много времени, так что я брала по одному, по 2 класса в семестр, и таким образом я через 2 года закончила предварительные классы. Затем я пошла поступать в программу, нужно было сдать тест. Сейчас тесты изменились, и они есть тесты компьютерные, ну, уже на бумаге нет. Когда я поступала, был тест на бумаге. И было какие-то вопросы. Я сдала этот тест, и меня приняли в программу. Хотя сначала мне сказали, что мест нет, и мне нужно ждать. Но я прождала месяц, они позвонили, сказали, что место освободилось, вы можете приходить и начинать учиться. Вот. Я вам честно скажу, учеба очень тяжелая была, очень. То есть так тяжело я не училась в своей жизни никогда. Учиться я люблю, и мне учиться несложно. Но учиться на зубного гигиениста было невероятно тяжело. Во-первых, это был английский язык, хотя у меня английский тоже был хороший. И из-за английского у меня не было проблем, но проблема была в том, что учеба такая тяжелая, интенсивная, так много материала и так много домашнего задания, что ты просто физически не можешь делать больше ничего. И когда мы поступали в программу, нам сказали: у вас должен быть кто-то, кто вас кормит, кто вам убирает дом, если у вас есть дети, кто будет следить за вашими детьми, потому что кроме учебы вы не будете успевать ничего. И, конечно, некоторые девочки у нас в программе сказали: да, все мы будем успевать. Ну и получилось, что тот, кто не бросил работу, у кого не было какой-то возможности, ну вот, не работать или не с кем было детей оставлять, они выпали из программы, потому что ну, ты просто, то есть у тебя нету какого-то четкого расписания. Сегодня тебе надо оставаться учить одно, завтра другое. Бывает, что на выходных нужно прийти что-то учить. Бывает, что среди недели вместо 5 ты сидишь до 8. И я помню так хорошо, что я некоторые дни, я утром выходила и в машине встречала рассвет, а возвращалась вечером, уже был закат. Вот такие вот длинные были дни.
очень много материала. Некоторые предметы были очень тяжелые, некоторые были, ну, полегче. И таким образом вот 5 семестров идет учеба, то есть 2 зимы, 2 весны и лето. И потом в конце, когда ты закончил, нужно сдать в штате Иллинойс, я живу, 3 экзамена. То есть первый экзамен был на практический, второй экзамен был теоретически один, он был федеральный экзамен, а последний был экзамен от штата, по-моему, как-то так было. Но было 3 экзамена, это точно я помню. И я помню, что практический экзамен, казалось бы, ты уже все знаешь и все уже можешь, но все равно все очень боялись, потому что там много критериев. Например, у пациента должно быть определенное количество проблем с пародонтозом, то есть с деснами, иначе его нельзя взять на этот экзамен. То есть пациента ты приводишь заранее, за месяц или за 2, его смотрит один инструктор, второй инструктор. Мы определяем степень пародонтоза, и тогда только решается, да, он подходит тебе на экзамен или нет. И потом еще такой момент, когда уже ты идешь на экзамен, ты все равно переживаешь, потому что, ну, это люди, то есть человек может забыть, проспать, может заболеть и все что угодно. А экзамен, он проходит только раз в году, ну вот именно в этом месте, да, то есть потом, если, допустим, кто-то не сдал, его можно где-то пересдать, но это уже надо ехать в другой штат, иногда лететь куда-то. Поэтому, конечно, все старались сдать там на месте. Очень строгие правила, нельзя принести телефон ни в коем случае на экзамен, нельзя одеть что-то не то есть должна быть строго определенная форма одежды. И комиссия сидит прямо, они сидят, ты их не видишь, но они смотрят, наблюдают, чтобы никто там что-то где-то не подглядывал. Хотя, ну, в принципе, тут теории нет, только практика. То есть человек садится, ты спрашиваешь его определенные вопросы, как бы ты их спрашивал в обычной жизни, да, вот в кабинете непосредственно, и ты ему чистишь зубы. И зубы чистишь ему не все, а только определенную часть, там несколько зубов, и потом человек уходит, его проверяют, и все. Потом уже, когда экзамен сдал, тогда он уже приходит к тебе в клинику, ты его как бы заканчиваешь ему чистить зубы. Вот. Но я сдала на 100%. То есть для меня это был, знаете, такой просто как вот ты шел в гору, и ты наконец достиг этой вершины. Это было такое счастье, когда я получила результаты и увидела, что там 100%. У меня, несмотря на то, что я хорошо учусь и люблю учиться, у меня никогда не было 100% ни на одном экзамене. 90 было, 99 было, но 100 никогда. То есть это была просто такая хорошая награда. И теоретический экзамен, ну, он уже был не такой тяжелый. Вот, такое вот, что еще рассказать. После того, как я уже училась в университете, потом мне показалось, что учеба в университете на психолога это просто малина по сравнению с тем, что было в программе зубной гигиены. Также еще получилось, что я забеременела в программе, хотя нам ходили девочки, говорили, не беременейте, пожалуйста, всего лишь 18 месяцев, но сделайте так, чтобы у вас это не случилось. Ну и вот случилось у меня, то есть сначала я переживала, как же будет, как я сдам, но все учителя были очень открыты, они были абсолютно расположены к тому, что это происходит, и мы тебе поможем, не переживай. Действительно, мне все помогли как-то поставить какие-то сроки, сдай тут это, сдай тут это. Потом, когда я родила мою дочку, это была середина семестра, через неделю я уже пришла в колледж. Ну, пришла я, конечно, такая, знаете, обычно я ходила, косметика, одежда, аккуратно, на каблуках. А здесь я пришла ну, не в пижаме, но почти в пижаме. И они увидели меня и говорят, так, мы поняли, ты молодец, иди домой с ребенком, еще посиди недельку. И вот так у меня получилось 2 недели, как бы такой вот отпуск. А потом уже мама моя, благодаря моей маме, я оставила, значит, дочку дома и ходила, училась, мама помогала. Мама стирала, убирала, готовила. Поэтому, если вы планируете идти на учебу, то обязательно у вас должен быть такой вот тыл
в виде мамы, в виде мужа, может быть, еще каких-то родственников или друзей, но кто-то должен вам обязательно помогать. Вот. И я работаю уже больше 15 лет в этой сфере. Многие люди спрашивают, а что же делает зубной гигиенист? Зубной гигиенист занимается профилактикой болезней десен и зубов. То есть что мы делаем? Главное направление – это чистка, чистка простая, чистка глубокая. Также это по-русски называется герметизация фиссур маляров, а более простым языком это такие профилактические пломбы на задние зубы. Обычно их делают детям для того, чтобы на поверхности больших зубов, маляров, задних зубов, не развивался кариес. Ну, иногда и взрослым тоже делают, но взрослым реже, в основном детям. Вот. Также, ну, вторирование, если здесь такой спорный вопрос, кто-то считает, что это важно, кто-то считает, что это не нужно. И также еще рентгены мы делаем, вот, ну и образование, то есть рассказываем, зачем нужна чистка, почему, что происходит, если не приходить на чистки, что будет, если вообще не чистить зубы и так далее. Вот в основном это все мы делаем в кресле, но иногда я также выхожу на ярмарки, я прихожу в садики, там провожу профилактические беседы. Вот. Часто, когда я иду в гости или в какую-то компанию, там тоже люди узнают, что я гигиенист, и начинают спрашивать вопросы. Иногда мне сразу начинают показывать, знаешь, что у меня там зуб, можешь посмотреть. Вот. Так что работа с людьми. И если вы хотите идти по этой дороге, то я вас приветствую в профессию и буду рада, если у вас будут какие-то вопросы или комментарии, которые вы оставите под этим видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья и здоровья вашим зубам. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал Дарья Чикаго. Я стараюсь выкладывать видео по возможности часто. Когда не получается, ну, как получается. Благодарю вас.